Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас зима, 5 марта, и зима наступила. Дорогие подписчики и гости моего канала, хочу сообщить вам, что мой канал вне политики, так что на политические темы можете мне комментарии не писать, никого ни к чему не призывать. Не обижайтесь, но я комментарии на тему политики буду удалять. Мой канал позитивный, рукодельный, творческий. Так что давайте будем думать только о хорошем и разговаривать только о хорошем. И настроение себе поднимать к 8 марта. Девчонки, все это время я не бездельничала. А я сажала рассаду, цветочки, перец, лобелию и петунью. Вот петунья, наверное, вот по краям у меня не схожая попалась. Я сюда добавила перец. Новый сорт купила. Египетская сила. Может быть, кто-то слышал, может, кто-то сажал. Мне что-то так расхвалила продавец. А какие они крошечные, эти лобелии. Тонюсенькие, как волосок. Это вот они подросли, уже с ниточку стали. Вообще тонюсенькие. Ну, а петунья у меня не вся взошла, мне достаточно будет вот этой, которая подрастет. Я ее пересажу в горшочки. Разные расцветки взяла петуньи и лобелии. А еще у меня новость. У меня вот такой огромный замиокулька стоит. Он почти в мой рост. Даже если, может быть, выше. Вот здесь даже палку вот привязали уже, какую нашли зимой на улице. Вот. И вот этот мой замиокулькас я пересадила. Вернее, перевалила. И недавно я обнаружила, что он зацвел. Вот видите? Вот этот вот засохший цветочек, он был потолще немножко и беленький. Вот такой цвет. И быстро-быстро он высох. И вот, девчонки, подскажите, вот что делать вот с этой штукой? Вот торчит она у меня вот здесь. Мне вот это не нравится. Недавно я замиокулькас пересадила, купила вот такой большой горшок, купила дренаж, землю взяла 5 литров для пальмы, как мне советовали, и 3 литра для кактусов. И вот я его перевалила сюда, в этот горшок, и он прекрасно себя чувствует. И даже зацвел. Вот я вам показывала. Отблагодарил так меня. Первый раз за столько лет, лет 7 уже, наверное, он у нас растет. И вот эти веточки были совсем маленькие, а сейчас вон вымахали уже. И вот что делать вот с этими повисшими ветками? Как их? Можно их отделить? Укоренить или нет, не знаю даже. Может, кто-то посоветуете, пишите в комментариях. Вот в одном месте висит 6 веток. Раз, два, три, 4, 5, 6. И вот здесь вот тоже 6 веток. Вот, и из-за этого он у меня упал, поэтому я его поторопилась пересадить быстрее. И вот что с ним делать? Он у меня вот такой вот огромный. Листья падают, привязываю их, как могу. А вот эта ветка такая интересная. Вот здесь вот несколько веток пошло, что ли. Или листья так сгруппировались. Вот такой красавец у меня. Зима у нас сегодня, как я показывала. А вот здесь у меня стоит эустома, которую я с осени горшок привезла домой. Их было у меня 2. Одна погибла, к сожалению. Ну, а это вот бутончик набрала уже. Посмотрите. Вон он. Ну, к 8 марта, конечно, не расцветет. Хорошо бы в апреле. Я шью потихоньку есенинское одеяло. Не быстро, конечно, медленно, но шью маленькими шажками. Когда есть время, я сажусь и шью. И сегодня я хочу показать вам
какие мне подсказки сделали в комментариях под есенинским одеялом, под видео. Комментарии очень хорошие. Многие вдохновились этим одеялом сшить, что его не надо под машинку куда-то совать. Оно необъемное получается. А стегать вручную. И шить иногда вручную. У меня целая стопка вот нашитых заготовок, которые надо выворачивать и потом прошивать. Вот немножечко у меня есть сшитых уже, вывернутых, но их надо наполнять синтепоном. И вот несколько штук у меня уже готовых с синтепоном, но осталось их простегать. И вот один блок у меня простеганный, не так, как я стегала в том видео. Я стегала просто уголочками. Вот так уголочками. Два уголка у меня было со всех сторон. По два уголка. А мне подсказали, что вот так треугольничками удобно. Ну, неплохо. Но единственное, что когда будут уголочки с этой стороны и с другой стороны уголочки, и будет вырисовываться рисунок, ромбики, будет интереснее намного, чем вот так вот треугольничками. Я вот так не буду, наверное, стегать, а буду стегать как прежде, в том видео. Вот такая заготовка. А что мне предложили мои подписчицы? Они предложили, я же делала вот так заготовку, 4 квадрата сшивала, складывала вот так уголочки, выворачивала, и уголок отлично выворачивается. Немножечко иголкой можно поправить. И затем складывала вот так. Вкладывала туда синтепон. И вот здесь вручную прошивала. А мне предложили упростить себе работу и зашить. Вот когда у нас вот этот блок, делаем вот так и прошиваем часть с одной стороны и часть с другой стороны. Вот так я прошила, вот с этой стороны и с этой стороны. Теперь надо все это вывернуть, как вот эти у меня квадратики. И сюда, в это отверстие, вставлять синтепон. Вот это я сделала равномерно. Немножко с одной стороны, немножко с другой стороны прошила. А вот эту заготовку я прошила от края, захватила центр, сделала закрепку и с этой стороны немножко прошила, несколько сантиметров, сантиметр 4, тоже сделала закрепку. Теперь надо вывернуть все это и вставлять синтепон. Вот каждый уголочек выворачиваем. И получаем вот такую заготовку. То есть я прошила вот сюда до центра и отсюда. И вот это отверстие получилось. А это я сделала с обоих краев. Прошила. И отверстие получилось побольше. Удобнее выворачивать. Вот смотрите, как вам больше понравится. Хочется вам мучиться с синтепоном, то вот делайте вот так. Вот такое отверстие, чтобы поменьше вам вручную прошивать. Синтепон не очень-то удобно вставлять в такие отверстия. В этом я убедилась. Вот на этих заготовках. Потому что я их прошивала машинкой. И вот здесь вот вручную. Вот они. Вручную все прошиты. Не очень удобно
синтепон сюда вкладывать, признаюсь. Поэтому или вот так с двух сторон равномерно понемногу захватить, прошить. Или вообще вот так, как и прежде я делала. И потом вручную всю эту сторону прошить. Смотрите сами, как вам удобнее. Синтепон надо вот как-то скрутить с обеих сторон. Вот сюда продеваем, пропускаем. Нет, наверное, не в этот угол. Вот противоположный. Вот. И в бока уже распределяем эти уголочки, на место ставим. Очень неудобно, я вам скажу. Я лучше вручную прошью это место. Все. Чем вот так мучиться синтепоном. Вот попробуйте сами. Но вот я по себе, я не хочу так мучиться. Здесь вот раз и вложил. Ничего сложного нету. Здесь расправлять надо сильно много. Ладно. Но вот здесь вот я побольше отверстия оставила. Здесь, конечно, будет удобнее вкладывать. Также почти. Так что лучше вот с боков немножко прошить. Если вам это скрасит жизнь, прошейте с двух боков. Сантиметров по 5. И вот так же все уголочки заполняем синтепоном этим. Расправляем. Вот видите, сколько я времени потеряла на то, чтобы вставить синтепон вот в этот квадрат. Еще надо поправить там уголочки. А прошивать-то вот всего настолько меньше. Так что сами попробуйте все 3 варианта, какой вам больше подойдет, какой больше понравится. Может быть, вам понравится такой вот именно. Вот я их нашила, а теперь жалею уже, что их много нашила таких. Ну ладно, расправим. Вот моя заготовка первая. 4 квадрата. Вот я вам про эти ромбики говорила, что вот здесь вот сходится. Это изнанка. Вот ромбик получается. И здесь вот ромбик получается. Вот с этой стороны ромбики. Видите, как интересно сходится. А если мы пришьем просто вот так, будет уже не так интересно. Не очень интересно получаться будет. Интереснее намного вот такими ромбиками. Так что я буду остальные заготовки свои стягать 2 уголочками. Также вот можно сделать шаблон, и по нему можно линейку вот так прислонять, чертить и потом стягать. Девчонки, а еще я участвовала в цветочном марафоне. Вот начала писать 2 картины маслом. Кто показывает мастер-классы, даже не знаю. Какой-то Александр, не помню фамилию. Присылает на электронную почту ссылки. И туда входите в кабинет и вместе с ним пишете. Но он, конечно, пишет очень быстро. Я за ним не успевала вообще. Если он эту картину вот написал, ирисы, допустим, всю полностью, я только половину успела. И вот эта первая картинка была, тоже она недоделана еще. Видите птичку? Колибри. Такая она у меня получилась. Ну, я же не художник, я только учусь. Так что, девочки, создаем себе праздничное настроение. А еще он один мастер-класс подарил нам на всю жизнь, как говорится.
эти мастер-классы, вот ирис и вот этот цветочек с колибри. Этот будет вне доступа уже. В общем, 5 мастер-классов он дает. Но вот я пока побывала на 2, а 1 только посмотрела. Вот он, который подарил, я думаю, ну ладно, я им позже займусь. Вот эти 2 надо дописать, тогда уже и 3 начинать. Вот такое у меня сегодня видео. Всем хорошего настроения, солнечных денечков весенних, цветов побольше вам на 8 марта. Всего доброго, до встречи!